Я решил сократить путь домой через городское кладбище ночью. Взяв фонарь, отправился по запутанным тропинкам в сторону выхода. Но в один момент я услышал странный звон колокольчика и, включив камеру ночного видения, заметил вдалеке человека с фонарем, который что-то делал на могилах. Его поведение было очень странным, и в один момент я был шокирован тем, что он начал делать. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Ну а я настоятельно вам рекомендую в таких местах лучше ночью не ходить. Так, друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь на кладбище. Решил сократить путь через кладбище. Так как я иду с работы домой, как обычно. Надеюсь, что все со мной сегодня будет хорошо. Но вы как помните, всегда какая-то херня происходит на городских полузаброшенных погостах. Склепа, Васова какого-то. Короче, вот такое вот место. Пожелайте мне удачи, что я благополучно добрался домой. Так, друзья, я сейчас выхожу к централке, центральной части кладбища. Там дальше фонари, дальше начинается вообще заброшенные лютые места. В прошлый раз нам встретил чувака, который сидел и закрывал свое лицо. Надеюсь, сегодня будет все хорошо. Но все-таки эти чертовы блики. Блин, смотрите-ка статуя женщины, как будто она какое-то паранже закрытая. Чертовы блики от памятников реально пугают. Вот сейчас вы видите вдалеке, видите блик? Можете увидеть ночной вайб кладбищенский. Не знаю, видел ли кто-то из вас кладбище ночью. Так, друзья, я прошел уже часть дороги. Вроде пока все окей. Но мне кажется, какие-то странные... Ну, хрен с этими птицами, конечно, я уже привык к ним. Мне кажется, что как будто где-то какой-то слышал звон колокольчика. Я вообще никогда не слышал на кладбище колокола. Именно колокольчика, знаете, детского. И постараюсь побыстрее отсюда уйти. Так у меня вообще сегодня что-то нет желания записывать какие-то выпуски. Так я решил обозначить себе светом, чтобы, если что, отпугнуть от себя непонятных людей. Тьфу ты, вороны там впереди. Ух ты, впереди что-то было. Какая-то тварь пробежала. Или кошка, или кто. Ребят, смотрите, что там есть. Видите, что это? Лампадка чья-то. Смотрите. Реально горит лампадка. Кто-то ее поставил и ушел. Значит, я тут не один. Я надеюсь, что я тут никого не увижу. Из тех, кого не надо видеть. Смотрите, ребята, что я увидел. Яблоки какие-то висят. Недавно, походу. Кому, блин, надо весить яблоки? Елочка, смотрите, маленькая, наряженная. Черт его знает. Очень странно. Ух ты, блядь. Видите, какие могилы. Вороны. Сука.
До сих пор через это кладбище иногда люди срезают дорогу домой, чтобы сэкономить свое время, но ночью тут не встретишь ни одной живой души, так как неоднократно за последние годы тут происходили преступления и страшные грабежи. И как же я был удивлен, услышав вдалеке колокольчик. Вначале я подумал, что ко мне идет кто-то навстречу, но не увидел света фонаря, поэтому я отключил свой свет, затаился и понял, что звук доносился совсем с другой стороны, именно оттуда, где никто никогда не ходит. Я решил включить камеру ночного видения, которая у меня была с собой, и пройдя где-то метров 50-70, на одном из перекрестков я увидел его. Так, друзья, я взял свою камеру ночного видения, я включил свой инфракрасный фонарь, ориентируюсь по маленькому экранчику. Где-то были эти колокольчики. Опа, свет есть. Я постараюсь за ним проследить аккуратно. Видите, там какой-то человек ходит, что-то колупается. Калитку пытается отломать или что он там делает. Так, пошел куда-то дальше. Опять куда-то пошел. Что он там делает? Так, он там ставил фонарик и сидит там. Надеюсь, он не будет светить в мою сторону, черт. Выходит. Так, надеюсь, не в мою сторону. Пошел дальше. Он какой-то ненормально шатается, ходит. Что-то делает. Постоянно кажется, что это сзади. Идет там, он, смотрите, прошел. Там прошел. Смотрите. Ребята. Он свечу оставил. Свеча горит. Какого хера? Что он вообще тут делает? Так, ребята, вот я отключил ночное видение. Вы видите, впереди там человек лазит, короче, я немножко зум добавил. Сейчас я выйду на дорожку за его спиной, короче, выключу ночное видение. Посмотрим, что он там делает. Слышите, звенит колокольчик. Черт. Вот, пошел, короче, я включаю ночное видение. Так, следим за человеком, который
Я включил максимальную яркость своего инфракрасного фонарика. Он реально как будто с кем-то говорит, смотрите. Жестикулирует, блин. И такие чигири идет, там вообще нету ничего. Только не свети в мою сторону, пожалуйста. Так, ребята, короче, я нашел, где он стал. Он стоит там возле этого вот стола. Сейчас включу режим ночного видения. Я так с краю встал, максимальный зум сделал. Так, есть какой-то странный чувак. И он что-то светит на могилу и просто совтыкал. Куда-то вдаль светит, не знаю нахрена. Так, там вроде никого больше нет. Он, походу, наркоман. У него вроде кулек какой-то. Или это венки сзади, не пойму. Короче, что-то он там делает, Свете. Говорит. Как ты, дружище? Что, давай как-то не будем обязательно. Говорит, принес покушать. Ты понимаешь, хорошо. Я понимаю, что там дальше не было и дальше будет. Дальше не было и дальше будет. Вот такие вот дела. Говорит, что не у всех хода хорошие дела, им кушать принес. Зачем ты? Спрашивает, почему ушел. Я ж все понимаю. Да, я тебя слышу. Я тебя слышу. Говорит, я тебя слышу. Я слышу. Пошел куда-то в могилу, говорю отцу. Я слышу и все понимаю. Первый раз такую херню вижу. Вот я рядом с тобой и все. Говорит, я рядом с тобой и все. Вот сам понял. Вот рядом друзья лежат. Говорит, друзья что-то там решают. О! Блять, сука. Куда-то. Да ну его неадекват какой-то. Вы это видели, вы это слышали, черт. Ненормальный какой-то, общался с могилой, потом побежал куда-то. Ну вот нахер эти городские кладбища. Вот в натуре он не один там. Может быть там какой-то у него подельник. Или просто неадекватный наркоман какой-то. Вы, ребята, сами видели. Хорошо, что у меня ночное видение есть, и я не поскупился, купил фонарь инфракрасный. Короче, какой-то непонятный чудик общался с могилой, ходил, свечку зажигал, звоночком своим каким-то, звонил. И на могиле что-то делал. И куда-то убежал. Я, наверное, меня услышали, кто-то его позвал. Он орал, помогите. И, блядь, побежал куда-то, пойми, куда-то, где даже дороги нету. Я больше не знаю, где он. Я за ним больше не шел. Я ушел быстренько в сторону выхода. Ну его нахер. Что тут дальше может быть? Даже не представляю. Не ходите на городские кладбища, черт возьми. Что это за человек и что он тут делал, можно лишь догадываться. Вполне возможно, что это был какой-то местный наркоман, но кто его знает, что у него было на уме и что случилось бы, если бы он меня заметил. Или, например, если бы ему повстречалась какая-то одинокая женщина, которая спешила бы ночью домой.
Друзья, я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы обязательно с вами еще раз увидимся.